Добрый день, друзья! Сегодня готовим вкуснейший слоеный турецкий хлеб катмер, но без множества раскатываний, складываний, все максимально просто и легко. Начнем приготовление, конечно же, с теста. В просеянную муку, здесь у меня 500 грамм, всыпаем чайную ложку соли, перемешиваем, вбиваем одно яйцо и постепенно вливаем 300 мл воды. Вода должна быть горячая, но не кипяток, приблизительно 70 градусов. Тесто замешиваем руками, оно довольно быстро собирается в единый комок. Получается очень мягкое тесто, которое может даже слегка прилипать к пальцам, но муки больше не добавляем. Кладем его назад в миску, в которой замешивали, накрываем тонким полотенцем или пищевой пленкой и оставляем на столе на 20-25 минут. Сегодня лепешки у меня будут двух видов – с зеленью и сладкие с сахарной пудрой. Зелень просто измельчаем. И еще, конечно же, главным ингредиентом в слоеных лепешках является масло. 150 грамм сливочного масла растапливаем, полностью остужаем и добавляем к нему 100 мл растительного масла. Хорошо перемешиваем. Тем временем прошло 20 минут, тесто отдохнуло, стол присыпаем мукой, кладем шарик теста и разделяем его на 4 равные части. Каждый кусочек округляем, перекладываем на край стола и накрываем пакетом, чтобы тесто не заветривалось. Для меня с таким тестом работать одно удовольствие, оно очень эластичное, мягкое, податливое. Итак, берем один шарик теста, кладем его обязательно на припыленный мукой стол, приплющиваем и раскатываем в тонкий пласт. Здесь важный момент, именно в тонкий, в очень тонкий пласт. Толщина не должна быть более 2 мм. По необходимости при раскатывании под тесто подсыпаем муку, чтобы оно не прилипло к столу. Раскатывать тесто на лепешки, конечно же, удобно скалкой подходящего размера. Здесь оно у меня на 60 см. Все, тонко я раскатала пласт. В некоторых местах тесто может даже просвечиваться. Посмотрите, насколько оно должно быть тоненькое. Теперь раскатанное тесто смазываем смесью двух масел. Присыпаем измельченной зеленью и накрываем вторым раскатанным пластом. Зелень можно брать любую на ваш вкус. Сегодня у меня петрушка и укроп, но еще мне очень нравится с зеленым луком. Так как тесто очень эластичное, его аккуратно можно слегка растянуть до нужного нам размера, чтобы края двух пластов были одинаковые. Берем нож для теста и разрезаем весь пласт на полоски одинаковой ширины. Скручиваем первую полоску в рулет. Кладем маленький рулетик на вторую полоску и снова заворачиваем. В итоге, чтобы получить одну лепешку, нам нужно свернуть в рулет 3-4 полоски. Рулеты с зеленью получаются объемные и толстые. Пока кладем их на тарелку и сделаем еще 2 сладкие лепешки. Также тонко раскатываем 2 пласта, первый смазываем смесью двух масел и присыпаем сахарной пудрой. Катмер готовят во всех регионах Турции,
И, конечно, в каждом регионе и у каждой хозяйки есть свой рецепт. Даже тесто может быть как дрожжевое, так и сдобное. А начинки – это вообще полет фантазии. Сахарная пудра, медовый сироп, толченые фисташки, всевозможные пряные специи и даже крупную морскую соль использую для начинки. Я всегда пробую в путешествиях местную еду и потом дома у себя на кухне ее стараюсь повторить. А турецкий хлеб, лазанью и их знаменитую яичницу я готовлю дома максимально часто. Все рецепты обязательно будут у меня на канале. Ну а я тем временем доделываю уже последнюю заготовку со сладкой начинкой. Все рулеты подготовлены. Из данного количества ингредиентов у нас получится 4 лепешки. На присыпанном мукой столе поочередно раскатываем каждый рулет. Способ приготовления слоеного теста в Турции, как видите, не затяжной и не трудоемкий. Здесь нет многочисленных складываний, раскатываний, замораживаний. Все делается относительно быстро и просто. А переносить лепешки на сковороду очень удобно с помощью скалки. Сегодня мы с вами готовим турецкие лепешки или слоеный хлеб катмер, а у меня на канале есть еще рецепт узбекских лепешек. Если вы пропустили рецепт, ссылку вы сейчас видите в верхней части своего экрана, и ссылку также оставлю в описании под видео. Мы их делали на кипятке и сворачивали совершенно другим способом. В общем, их я тоже рекомендую вам приготовить, они получаются безумно вкусные и слоистые. Все лепешки раскатаны. В сковороду наливаем смесь масел и кладем лепешку. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Лепешки переворачиваем несколько раз для равномерного обжаривания. Первая лепешка готова. Перекладываем ее на тарелку. Далее снова наливаем масло и кладем следующую лепешку. Таким образом жарим все 4 штуки. Если в прослойку в сладких лепешках добавить измельченные орешки, то вкус очень сильно напоминает пахлаву. Не сладкие лепешки я люблю есть на завтрак с кофе. Также они идеальны как дополнение к первым блюдам, так и в качестве перекуса. Мне нравится вариант, когда на лепешку кладешь кусочек брынзы или феты и вяленые томаты. Получается прям настолько вкусно, не передать словами. В общем, пробуйте, от души рекомендую. Делитесь этим рецептом с друзьями, и если он вам понравился, поддержите меня пальчиком вверх. А теперь давайте посмотрим, какая лепешка в разломе. Внутри лепешка мягкая, а сверху с хрустящей корочкой. Посмотрите, сколько слоев, и они максимально тонкие. Готовьте вместе со мной и подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать ни одно новое видео. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».